Знаете, что я слышу в своей жизни чаще всего? У меня нет денег, у меня нет любви, мне негде жить, я не могу самореализоваться, и вообще у меня в жизни ничего не получается. Красиво, правда? И знаете, что делаю я, когда все это слышу? Я слушаю, смотрю и ржу. Честно, искренне ржу. Потому что так и хочется спросить у этих людей. Слушай, а когда ты последний раз просто так ходил куда-то и устраивался на работу? Когда ты последний раз с кем-то знакомился на улице? Просто так, ради смеха. Без какого-либо страха и эмоций, и ожиданий, что тебя пошлет. Когда у тебя последний раз появлялось желание, и ты не думал о нем где-то там 3 дня, не медитировал, не визуализировал, не аффирмировал, а просто пошел и сделал, захотел и сделал. И сегодня у нас будет монолог для всех тех, кто сидит на своей попе ровно, читает Зеланда, трансерфинги реальности, Симарон и визуализирует успех. И ждет. Ждет, что Вселенная вот-вот все сделает сама. И сейчас, вот прямо сейчас, что-то упадет с неба. Обязательно. А магия или настоящее волшебство, на самом деле оно не в каких-то там ритуалах. Магия, она в действиях и поступках. Вот смотрите, я всю свою жизнь занимаюсь какой-то фигней. Я открывал строительные компании, охранные агентства, возил машины из-за границы, открывал кучу различных ИП и фирм, запускал кучу различных спортзалов и общественных организаций. И каждый раз, когда я начинал это делать, 0 денег, 0 каких-либо ресурсов вообще. Только мое собственное желание и идея. И внутреннее «хочу». И больше ничего. Я вечно переезжаю из одного города в другой город, потому что люблю путешествовать. И каждый раз, когда я куда-либо приезжаю, я все время проделываю один и тот же фокус. Я беру лист бумаги и расписываю свою идею, которая вдруг посетила мою голову. Расписываю свою идею по шагам. Что мне нужно для реализации моих собственных желаний? Первое. Найти помещение, сделать рекламу, понять, кому и чего предлагать или продавать. И все. А потом я начинал тупо ради смеха совершать какие-то действия и шаги. Например, обзванивал арендодателей и ехал смотреть какие-то там помещения с умным видом. А денег нет. Но я уже на встрече, я важный, киваю головой и говорю: планировка хорошая. Мне все нравится. Хожу с умным лицом, рассматриваю помещение, а внутри хохочу. Потому что знаю, сейчас у меня ничего нет, но будет. А потом я делаю еще пару шагов. И на 3-м шаге всегда что-то происходит. Какая-то магия, волшебство. Появляется спонсор или партнер, или приходит какое-то предложение от каких-то там неизвестных и незнакомых мне людей. Или появляются какие-то возможности. Причем для реализации моей собственной идеи. Само. Как по волшебству. Только вот волшебство все это включалось не когда я сидел и что-то там визуализировал и совершал какую-то медитацию, а когда я уже просто тупо шел и что-то делал. Вот вам реальный случай из моей собственной жизни. Как-то сижу дома, и приезжает ко мне ученик со станички, ноет и говорит: я нашел себе подружку, влюбился, но не могу с ней строить никаких отношений. Я-то живу в станичке, а она в городе. И вообще денег у меня нет, квартиры у меня нет, ничего у меня нет, я лох. Я сижу на него, смотрю, ржу и спрашиваю: слушай,
а что ты, собственно говоря, умеешь? Он говорит, я, говорит, ничего вообще не умею. Я, говорит, молодой, но я занимаюсь йогой. Я говорю, о, слушай, иди тогда в какой-нибудь фитнес-центр сходи и устройся туда на работу тренером. А он мне, да не, как? Я не могу, у меня нет диплома, у меня нет образования, у меня ничего нет, я просто так йогой занимаюсь. А я ему, слушай, чувак, не ссы, что тебя пошлют. Просто иди и обойди фитнес-центры в городе, причем все. Приходи туда, встречайся с администраторами и говори, что ты великий мастер йоги. А вообще лучше говори им, что ты чемпион Европы по йоге. А он, да как? Это ж неправда. Я говорю, ну слушай, как неправда? Ты же йогой занимаешься? Занимаешься. Отлично. Круто, круто. Ты мастер. Поверь мне, дорогой, люди верят в то, что ты им говоришь. Главное сделать умное и важное лицо. Он что, правда? Я говорю, конечно, правда. И знаете, что случилось? Он пошел и обошел все фитнес-центры в городе. Без диплома, без уверенности в самом себе. Просто пошел, потому что сенсей его послал. И послал куда подальше. И знаете, у него сегодня свой собственный спортзал, свой собственный клуб, своя собственная квартира, жена, а еще и сын в придачу, которому уже 10 лет. И знаете почему? Потому что человек просто перестал ныть и начал что-то делать. И не было никакой магии, не было никакого волшебства. Были просто действия и поступки. И больше ничего. Так что, дорогие мои друзья, хватит чего-то ждать там от жизни, когда кто-то и что-то вам принесет на блюдечке. Хватит ждать каких-то знаков с небес, заряжать воду, визуализировать, медитировать. Потому что на самом деле все, что вам нужно для реализации своих собственных возможностей в жизни, уже есть. Уже существует внутри вас, как идея, как мысль. И, как говорится, мысли человека, хоть порой бывают и нереальные, но все же материальные. Потому что схема для реализации любых желаний, она очень простая. И я лично повторял ее не 100 раз. Шаг первый. Роди внутри себя идею. И повосхищайся, поулыбайся, посмейся. Но только не какую-то там мифическо-магическую, а конкретную, чего ты хочешь. Не надо визуализировать себе чемодан денег. Просто конкретно, что ты хочешь. А потом запиши все это на бумаге, как план, пошагово. От буквы А до буквы Я. Шаг второй. Начни что-то делать. Начни что-то делать, даже не имея ничего. Начни совершать какие-то самые простые шаги и действия. Пусть они будут даже смешные. Главное, чувствуй себя уверенно. И все, как актер. Просто войди в образ. Позвони, сходи, спроси. И не напрягайся. Просто улыбайся. Просто играй. Шаг третий. Не привязывайся ни к каким результатам. Наблюдай только за процессом. И не держись ни за что какой-то там мертвой хваткой. Позволь своей собственной жизни и вселенной проявиться самой. Сделай максимум того, что ты можешь. Дай жизни добавить что-то свое. И поверь, она тебе добавит столько всего, о чем ты даже и не думал, чего ты даже себе не представлял. Потому что в жизни нет ничего невозможного. И это никакой не лозунг, а это констатация фактов для тех, кто сидит на своей жопе ровно и чего-то ждет. Хватит сидеть, чувак. Иди что-то сделай. И все. Хватит ныть. Просто встань прямо сегодня и сделай первый шаг.
куда-нибудь в пустоту, в неизвестное. Просто так. Да, и не забудь перед этим накидать себе план где-нибудь на листочке бумаги, куда, собственно говоря, ты идешь. А потом посмотри. Посмотри на то, как мир сам начнет под тебя подстраиваться и прогибаться. И не нужно биться головой в стену. Просто пройди рядом, вдоль стены. Никакой магии, никакого волшебства. Только ты, твои собственные ручки, ножки и идея. И больше ничего. Нет ничего снаружи и вовне. Все то, что тебе нужно, всегда ищи в себе. Желания, идеи внутри тебя рождаются. Намерением и действием они осуществляются. Нет ничего на свете, чего нельзя достичь. Достаточно осознанно свой разум подключить. Немного силы воли, не нужно напрягаться. Достаточно желать и миру улыбаться. Сильные желания и трудные поступки ведут лишь к пустоте. И духов темных шутки. Сильное желание, но я не напрягаюсь и ничего не делаю, я просто расслабляюсь. Со временем к тебе того, чего желал, придет само. Такое волшебство от Бога нам дано. Намерение, желание, все можно отпустить. И в действиях, поступках всю силу проявить. Так в этой жизни результатов своих собственных желаний добиваются. И это волшебством, магией называется. Нет в этой жизни шаблонов и стереотипов, запретов. Все это ложное. Правило 3 Н. Нет ничего невозможного. Как-то так. Так что, если ты чего-то хочешь, чувак, начни просто действовать, а не ныть. Потому что на нытье и что-то делать усилие одно и то же. А вот результат всегда разный.